Привет! На канале РТС Сибирь. Работа глазами водителя в транспортной компании X5 Транспорт. Везем сейчас магазины Пятерочка по городу Новосибирск. Ночная доставка. В планах 3 магазина. Что-то прям хорошо так загрузили. Маршрут перестроен. Я в последнее время, вот когда ездию на этой машине, на вот этой, на той я так не ощущал, вот на этой ощущаю. Я прям чувствую загрузку, ну, в плане слабо, сильно. Вот в этот раз чувствуется, прям сильно нагрузили, прям. А почему чувствуется? Потому что ты в кабине как будто ниже стал сидеть. Обычно, когда вес небольшой, то ты наоборот, машина такая. Через 200 метров поверните направо. Она более выше, что ли, кажется. Ожидаю документы и хотелось бы сказать. Эти магазины, они, получается, все относятся к самовыгрузке. То есть выгружаю я их сам. Но один из них магазин относится к дневной самовыгрузке. Это значит, что ночью, скорее всего, будут выгружать грузчики. А 2 магазина я выкатываю сам. Когда я буду не в себе и будет лето, я вдруг исчезну ни ответа, ни привета. И все поймут, что моя песня спета. Забудут жизнь, запомнят смерть поэта. А мы спускаем жизнь на тормозах, мы засыпаем. С улыбкой на губах мы поменяли наши адреса на северный и южный полюса. И это будет долгое мучительное лето, и будет много жизни, много света. Ведь тайный смысл счастливого билета поймешь, когда умрешь за это. А мы спускаем жизнь на тормозах, мы засыпаем. С улыбкой на губах мы поменяли наши адреса на северный и южный полюса. Так, здесь нету дизеля, а здесь есть дизель. Маршрут перестроен. Ой, здесь есть дизель. Поверните налево. Ладно, пойду я заправлюсь. Заправочка прошла.
Че он тут по заправкам катается? Интересный тип. Через 300 метров круговое движение, первый съезд. Видите, все не нагоняются, ребятки. Скучно им все, понимаете? Надо обязательно это куда-нибудь врезаться. А потом это... Он был хорошим человеком. Хороший человек, блядь, газ в топку давить не будет. Там, где не надо. Сейчас вот понимание вот это опытного водителя, оно какое-то, не знаю, может, меня не так учили в автошколе ездить. Просто я вот вспоминаю свою автошколу, это было 2009 год где-то. Не, подожди, какой 9? Это 2007. 2007 год где-то был, да. И у нас не было вот мне такого понимания, что вот давай быстрее обгони, вот давай. Что ты плетешься, как улитка там. Вообще такого не было понимания. То есть мы спокойно ехали, нас учили там помеха справа, там Ну, не знаю, чему сейчас их учат. Либо их учат, а они сами ни хера учиться не хотят. Некоторые. Вот. Ну, опять же, самое забавное, что Впереди камера на полосу. когда вот какие-то ситуации на дороге происходят, смотришь, там нифига не молодой сидит человек-то, а не везде молодежь-то балдеет. А вот как раз смотришь, люди-то, они моих годов, старше даже, такую херню творят просто. Аж стыдно, блядь, становится. Опять же, к чему разговор? К тому, что вот почему-то думают сейчас люди, если он чем быстрее ездит, тем он опытней. Вот к тому я как бы вынужден разочаровать. Нет. Вот лично я считаю, мое мнение, опыт не в скорости, а опыт в реакции и как ты среагируешь в той или иной ситуации. Вот опыт. Вот. А то, что ты научился педальку нажимать и 120 топить, ну это любой дурачок сможет. Как-то так. А этот, тем более, вот это вождение, вот это, этого объеду, того объеду, то препятствие обману. Это тоже не опыт, это так, игра на этот, как бы сказать. Ну да, это игра на реакцию идет, но это реакция до поры до времени, пока того, кого ты объезжаешь, он тебе жопу не подставит где-нибудь. Вот и все. Ну ладно, те, кто меня захочет понять, они меня поймут, о чем я. Вот и все. Поэтому в пятерочке, я считаю, в логистике X5 транспорт люди проработают те, кто аккуратно в плане скорости. Не, у нас тоже как бы ребята есть, которые любители пошустрее поездить. Но вот они и платят штрафы каждый месяц за скорость, блин. Камеры их ловят. Ну, короче, они помогают камерам. Они их спонсируют. Вот не поверите, да хотя поверите, кто смотрит ролики, у меня за 2 года моей работы здесь в организации ни одного штрафа за скорость не было. Но при этом я вроде успеваю все. Был один штраф у меня, но он большой был, на 7500 рублей. Вот, я сейчас скажу, что за штраф. Короче, была однополосная дорога и сплошная. На дороге лежал я просто, как помню, вроде как мертвое животное. Вот.
Ну, и я просто как бы его объехал, но я не думал, что у меня камера сзади. Там камера, сзади оказалась камера, которая пересечение полосы фотоет. Я никому не препятствовал, ничего не создал, я объезжал, наоборот, препятствие это. А вдруг там бы, допустим, человек бы на дорогу выскочил, да, и я бы его объезжал. Получается, в итоге я бы все равно бы схлопотал этот штраф. Вот и все, вся суть этих камер, которые фиксируют пересечение сплошных. Ну и все, я вот говорю, ту тушь, эту мертвую объезжал, и все, меня сзади зафиксировало. А так как кто-то уже попадался, то есть я, получается, заплатил уже как вторично. Кто-то уже попадался на машине за эту фигню. Ну, может, и сменщик мой предыдущий, просто он мне не говорил об этом. Короче, нормально. Мало того, что я говорю, вот эту тушь объезжала, и еще как бы уже был это где-то штраф, то есть это как вторичные. Хотя нет, подождите, они, по-моему, тут как-то это делают. Типа организация, если уже попадалась на этот штраф, значит, они уже за повторно больше берут. Короче, вот и вляпался я. Вот так вот. И такая лажа бывает. Была, точнее. А так, в основном, какие штрафы ты можешь получить на доставке? Вот там вот, где сейчас я работаю, X5 транспорт. Это скорость, это ремень, это телефон, если ты будешь на перекрестках по телефону общаться. Здесь камеры сейчас фиксируют и ремень, и скорость, и телефон. Все остальное, ну, как бы, ну, не знаю, ничего особо. Там, где дороги закрыты для грузовых, нам приходится там ездить, потому что мы доставка, там магазины, бывает, находятся в Кукушкино в самых. Да, есть, конечно, прям совсем дороги такие, допустим, где любая грузовая машина попадется на камеру, то есть их надо прям объезжать. Есть такие. У нас, по-моему, это 2 участка дороги. Это на шлюзах, у нас шлюзы есть. Вот, и где-то в городе на левом берегу. Вот. Точки до вечности слова не считаются. Болезнь безупречности от нее избиваются. Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставить взять себя в руки. Я зря на небо грешил. Оно не скучает, оно умирает со скуки. Знал, что все этим кончится, со всеми случается. Всему цена одиночества, иначе не получается. Страшно от слабости, страшно проснуться. Счастье в бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит взять себя в руки. Я зря на небо грешил.
Оно не скучает, оно умирает со скуки. Через 300 метров поверните направо. Спасибо, тетя. Подъезжай к первому магазину. Что-то не могу вспомнить этот магазин. Либо он ночным не был, как мне сказали недавно. И я сюда днем ездил, наверное. Поверните направо. Угу. До конца маршрута 100 метров. Ну да, он ночным не был, видать. Ё-моё, тут и магнит, тут столько всего. Вы приехали. Слушай, по-моему, тут персонал есть. Не получится тут покатать спокойно одному. Ну да, тут персонал. Что у них аж этот он стоит. Классно они придумали. А куда борт спускать? Блядь, тебе что, места мало, что ли? Там объехать не может. Вот принципиально прет сюда, блядь. Да что такое? Иногда удивляют люди. Просто смотри, там пространство, я не знаю. Классный хруст. Иногда уши мои вообще не радуют. Сюда что ли? Что за пандус такой? Кошмар, я его даже не вижу, блядь. Для Ларгуса, что ли? Первый магазин готов. Да тут грузчик. Вообще этот магазин, по идее, днем выгружается. Я не знаю, зачем его ночным сделали. Магазин Пандус, конечно, как ночной магазин подходит для самовыгрузки. Но в самом магазине тесновато. И там желательно бы, конечно, чтобы присутствовал Маршрут перестроен. руководитель, чтобы палеты расставлять. Поверните направо, а затем поверните направо на Каменское шоссе. Короче, блин, я считаю, этот магазин не готов еще к самовыгрузке. Да и навряд ли он будет самовыгрузкой, потому что здесь проблема именно в том, что палеты-то некуда ставить. То есть грузчик катал эти палеты в зал аж. А в зале я без понятия, где там стоять. И мы в зал не катаем. Я в зал не катаю Поверните палеты. налево. То есть моя задача вот закатить в прихожую вот в эту и там составить. А в зале я не катаю. Мне в зал нельзя палеты составлять. Потому что это, считаю, уже магазин.
Я уже буду в магазин заходить, а потом, глядишь, там где-нибудь конфетки пропадут, шоколадки. Ну, потом так вот на меня еще кто-нибудь что-нибудь сопрет. Зачем мне это надо, да? Время час ночи. Ночной город, так сказать. Наблюдаем за обстановкой. Вот там, где я жил, у меня примерно вот такое движение было в мое время. Я на таком движении учился ездить. Днем, помню. Сейчас-то, наверное, там так же, как и в Новосибирске почти. Я имею в виду, когда до Новосибирска жил. Да сейчас, по-моему, везде движуха. Сейчас у каждого второго машины, поэтому... Через 600 метров на светофоре поверните направо на улицу Красина. Тут еще приходится даже еще тише ехать, чем даже я бы мог бы поехать. Потому что дороги не везде ровные, бывают же там всякие впадинки и все такое. Палеты надо сохранить. Мне вот как-то не хочется их ночью собирать, там эти коробки, блин. Что это такое? Впереди камера контроля перекрестка. Поверните направо. Маршрут перестроен. Поверните направо. Я просто не понимаю, какой смысл стоять на светофоре, если тут можно проехать. Поверните направо, еще раз вправо, еще правее, правее, правее. Развернитесь. Вот ей не хватает еще вот этой, допустим, там записи. Ой, извините, я перепутала. Вам не сюда. Развернитесь. Ну, вот, кстати, насчет железной дороги, я вот шучу, а на самом деле есть вот железные дороги, и по трассе вот даже едешь, они нерегулируемые. То есть там просто знак, допустим, стоп и все. Знаю, я сам вот эту железку вижу. Во-первых, я останавливаюсь не только там поезд пропустить или что, я еще колеса берегу, потому что если у нас бывает железка такая, если ты на скорости пролетишь, ты можешь еще и колеса повредить. Ничто не забыто. Мои нервы дрожат на пределе, губы застыли в привычной защитной улыбке с пеной у рта. Меня опять заставляют поверить, что вся моя жизнь одна большая ошибка. И я погружаюсь на самое дно, обратно в свой мир, на самое дно. И я погружаюсь на самое дно, обратно в свой мир, на самое дно. Магазин, вот подъезжаю, это из той же категории, как бы он ночной, самовыгрузка типа, но там есть персонал. Персонал этот бывает то сам выгружает, бывает не выгружает, ты выгружаешь. Вот, но факт в том, то, что там есть персонал. Вот сюда надо попасть.
Сейчас я попробую звонить. Здесь шлагбаум, просто надо на территорию будет заехать. Поверните налево. Вы вернулись на маршрут. Можно я не буду это делать? Мне нельзя налево поворачивать. Так, надо что-то развернуться. Ё-моё. Ё-моё. И понесло меня куда-то. И уносит меня, и уносит меня. Ё-моё, что тут так? Тут совсем все грустно, да? Не, ну летом-то еще более-менее. Зимой-то тут еще груще. Ой, там еще колодец, смотри, какой прикольный. Так. Стоим бы. Все, пока, я домой. Мне не понравилось. Очень плохое место для разворота. Некомфортное. Аж рука что-то подустала. Ага, я что, блин, тут зря крутился, что ли? Да, зимой тут весело. Маленько скидывает тебя туда, вниз. Я вот не помню, кстати, этот колодец открыт он, нет. Все, остается еще магазин. Надо успевать, еще поспать хочу. Тут, в общем, ситуация такая. Мусоровоз приехал. Он быстро этот контейнер забрал. Ну, я его пропустил, потому что я там мусорку бы ему перекрыл и все. А сейчас вот фура подъехала. Ну, магазин тоже сам выкатывал, как бы этот, но тут персонал, поэтому я снимать не стал. Потому что заколебаюсь потом мылить это все. Зачем мне это надо? Помню, как-то были ролики у меня, где все подряд записывал, и потом получается просто квадратики на экран, на полролика. Слушай, ну классно, классно. Через 300 метров на светофоре поверните направо на Танковую улицу. Такое ощущение, как будто я не трамвайный путь переезд, а железную дорогу без переезда. То же самый результат почти. Ну вот как вот рельсы, вот, и ты вот по ним просто пытаешься проехать. Класс. А потом мы удивляемся, почему же у нас это... Поверните направо.
водители по рельсам гоняют. Так они уже натренированные. Они Камера контроля перекрестка. в городе трамвайные пути несколько раз проехали вот такие. И все, им уже не страшно. Они уже как поезд могут по рельсам ехать. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Да, я недавно был на этом магазине зимой. Там железная дорога. Через 200 метров поверните направо. Да, я здесь был. Я здесь даже был, подожди, не зимой. Я здесь даже был осенью я здесь был, когда еще первый снег Поверните был. направо. Ага. Сейчас только разберусь тут, как лучше это сделать. Наверное, сюда надо сдать. Время придет, будет нужно платить по счетам. Первый выстрел не мой, к моему сожалению. Если жизнь промахнется, что будет тогда? Что будет с моим приключением? Все под контролем. Я запутал следы, никто не узнает, где я, а где ты. Все под контролем. Все под контролем. Улыбаюсь, как расстаются друзья. Умрем, как от тоски близнецы. Вот такая наша судьба, твоя и моя. Никто не узнает, где я, а где ты. Все под контролем, я запутал следы. Никто не узнает, где я, а где ты. Все под контролем, все под контролем. Все под контролем, я запутал следы. Никто не узнает, где я, а где ты. Все под контролем, все под контролем. Спи спокойно, проснешься с утра. В зеркале будут все те же глаза. И не бойся, ведь никто никогда не поймет, кто остался, ты или я. Все под контролем, я запутал следы. Никто не узнает, где я, а где ты. Все под контролем, все под контролем. Все под контролем, я запутал следы. Никто не узнает, где я, а где ты. Все под контролем, все под контролем.
И рейс завершен. Все задачи поставленные выполнены. Возвращаюсь на базу. Ложусь отдыхать. И работаем дальше. Все. Ну вот, на все про все. Пока я приехал, время было 11. Где-то 2-3 часа я на все магазины потратил. Так, холодильник можно вырубать, он не нужен. Да, это ты меня тащишь, друг. Ага. Ну, это был канал ЛТ Сибирь. Работа глазами водителя в логистике. В транспортной компании X5 Транспорт. Развозила магазины Пятерочка. Ночные самовыгрузки. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Звезды с неба падают бисером. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, удача близится. Нависает удача гроздями. Жизнь на Марсе, смерть на Юпитере. На Луне есть лунные кратеры, а Гагарина зря обидели. Принесли похоронку матери. За звезду полжизни, за Луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за Луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. Кто летал, тем бояться нечего. Кто летал, тот заданием справился. В темном небе кометы светятся. Космонавтам такое нравится. Я сижу на окне под звездами, жду удачу, считаю сдачу. Для того небеса и созданы, оттого я теперь и плачу. За звезду полжизни, за Луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за Луну свободу. Я целую небо, оно льет воду. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду полжизни, за звезду полжизни. За звезду